Как я представляю себе идеальную феминистскую утопию? Что должно быть в идеальном феминистском будущем? Мне кажется, что феминистская утопия — это когда рождается ребеночек, будь это мальчик или девочка, ее или его растят с одобрением любых начинаний, с одобрением любого любопытства, ответом на все вопросы. Ам, что ее учат и рассказывают, как его, так и ее учат и рассказывают обо всем, что знают об этом мире. Чтобы не было такого, как ты девочка, и играй, пожалуйста, в куклы, и научись, пожалуйста, готовить, ведь тебе это пригодится в жизни. Или ты мальчик, поэтому научись собирать там какие-то штуки из дерева или лего. Нет, если это интересно ребенку, неважно от пола, это должно быть одобрено родителями, мне кажется, так. Обязательно должно быть поддержка и одобрение от всех людей вокруг, вне зависимости от того, женское ли это дело, либо мужское ли это дело, такого не должно быть разграничения. Чувствую ли я себя частью глобального феминистского сообщества? Существует ли оно? Да, я думаю, что оно существует, и да, я чувствую себя его частью, потому что я сталкиваюсь в жизни с такими ситуациями, когда мне у меня возникает желание высказаться на этот счет с моими коллегами, с моими друзьями, с моей семьей. Например, когда мои коллеги могут начать обсуждать кого-то из-за его одежды или какого-то стиля, что это штаны недостаточно женственные. Это странно, мне кажется, и я высказываюсь на этот счет. Какие связанные с феминизмом темы кажутся для вас наиболее актуальными сегодня? О чем вы думаете? Для меня актуальной темой на сегодня являются вопросы к внешности, к тому, как должна выглядеть девушка для достижения каких-то своих целей, что это решает важную роль в жизни девушки в обществе, чего она сможет достичь, какими темпами. Мне это кажется нелогичным, мне это кажется неправильным, и меня это иногда огорчает, что как бы внешность является основным фактором принятия решения окружающих меня людей. И еще для меня кажется очень важной тема женского предназначения, женского счастья. Когда на празднике говорят, самое главное — женское счастье. Какое оно? Мне не нравится, когда говорят, что главная цель — это выйти замуж и родить ребенка. Типа, пожалуйста, пусть каждый человек сам для себя решает, чем ему заниматься в жизни. Я серьезно задумываюсь о том, что я не знаю, для чего я в этой жизни, чего я на самом деле хочу, что мне нравится, что мне не нравится. Потому что я живу по этим навязанным мне каким-то стереотипам о том, что мне нужно закончить университет, выйти замуж и родить ребенка. И я просто логикой понимаю, что я этого не хочу, но мне очень сложно понять, чего я хочу, когда оказывается давление на меня общества и моей семьи в этом плане.
я не хотела бы, чтобы это было так в течение всей моей жизни, чтобы мне говорили, что я родилась для этого. Я бы хотела, чтобы меня учили изначально прислушиваться к своим желаниям, к тому, что мне нравится или нет. И чтобы сферой этого изучения были разные области жизни, а не только семья. То есть это могло бы быть любые действия в жизни. То есть будь то, допустим, мне нравилось ювелирные украшения, мне нравились самолеты, мне нравились несколько еще разных профессий, на которые мне семья и мои друзья говорили: это не женское дело, это опасно. Судья мне нравилось, например. Судья или адвокат, это опасно, не занимайся этим должны заниматься мужчины. Из-за этого у меня в голове за мое детство сложилось это, и теперь мне очень сложно принимать эти решения, потому что я оглядываюсь на тот свой опыт и думаю: да, это может быть опасно для меня, хотя как это может быть более опасно для меня, чем для какого-то мужчины? И если это так, то почему это так? Это не... Я считаю, что это неправильно.